Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на практически любые вопросы. И с каждым днем этих ответов все больше и больше. Даже карты дня заключают в себе ответ на вопрос. Если у вас есть вопрос, и вы не хотите или не можете обратиться на личную консультацию, ставьте вопрос. Выбирайте видео и смотрите видео, и вы увидите, что в каждом видео есть ответ. И в видео, которое вы выберете, действительно будет ответ именно на ваш вопрос. Тут немножечко это работает на уровне знаков, потому что это общий расклад, и его точность зависит только от вашего принятия, от вашей интуиции, и действительно от того, как вы зададите вопрос. Сегодня мы посмотрим, что же важное войдет в вашу жизнь в ближайшее время. Выбирайте сроки сами. Я обычно выбираю до месяца. Я честно скажу, я все-таки считаю, что чем меньше срок, тем точнее идет предсказание. Но опять же, это только мое субъективное мнение. Я знаю, что есть тарологи, которые делают предсказания и на год, и на месяц, и на 2 года. Ну, опять же, я могу, когда я делаю прогнозы, посмотреть самое основное, что идет в ближайший месяц, но именно если мы хотим что-то решить важное для себя, тут опять же, это только я, это субъективно, каждый из вас выбирает, давайте так, вы выбираете тот срок, который хотите вы. Сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. А мы сейчас посмотрим, что же важное войдет в вашу жизнь в ближайшее время. Первое, что хочу сказать, в вашу жизнь войдут переживания. Почему эти переживания важны? Ведь это же идет как важное. Что-то произошло. Произошло это в прошлом. Это мечи, это события из прошлого, особенно когда я это вижу. И какое-то событие из прошлого не будет давать вам покоя, и в ближайшее будущее будете переживать, будете перемалывать это у себя в голове, и, соответственно, вы знаете, при таком подходе, из того, что я вижу по этой карте, нелегко будет избавиться от этого прошлого, нелегко будет что-то поменять, только вы это можете сделать, ведь любую карту я выкладываю, оно показывает, что же хочет войти на сегодняшний день, исходя из вашего сегодняшнего состояния, исходя из ваших сегодняшних вопросов. Но вы все можете изменить в этой жизни. Поэтому больше я подхожу к Таро как к советам. И тут советом из того, что войдет, будет именно избавление от вины, если вы чувствуете себя виноватыми, избавление от обид, потому что обиды, злость, раздражение, они лежат грузом на вас, а не на том человеке, на которого вы злитесь и обижаетесь. Помните об этом всегда. Поэтому, да, идут какие-то переживания, связанные с чем-то из прошлого. Убрать их в ваших силах. И я рассказала, как. Давайте посмотрим, что же еще. Переезды, передвижения,
Перемены именно внутри коллектива для тех, кто работает на кого-то. Перемены в бизнесе, но вот в бизнесе вот такое ощущение, что у некоторых из вас перемены даже места, локации бизнеса могут быть. И все эти передвижения, перемены, они именно для улучшения бизнеса. Вот я сказала, что перемены внутри коллектива – это для улучшения именно, можно сказать, того, что происходит в коллективе. Поэтому для некоторых из вас идет переезд. И вот тут я тоже могу сказать, если уже смотреть по всем картам, переезд, и вы за него переживаете. Скорее всего, из того, что я вижу, я сейчас еще дальше посмотрю, эта карта говорит, что передвижение, переезд, смена места – это все к улучшению. Поэтому выбор, конечно, ваш. Я же не говорю вам переезжайте, если вы вообще не собирались никуда переезжать. Но все-таки идут какие-то изменения. И я надеюсь, что эти изменения в лучшую сторону. Поиск ответа, поиск решений, поиск чего-то. Вот, знаете, в самое ближайшее время из того, что я вижу, вы будете переживать, вы будете искать выхода, может быть, в смене места, и вы будете искать ответа на вопрос, почему же это со мной произошло. Самое интересное, что это не сегодняшняя ситуация. Это то, что произошло раньше, это то, что произошло в прошлом, а вы никак не сможете в ближайшее время это все отпустить. А надо бы. Все это можно поменять. Давайте я посмотрю еще, что же хочет войти в ближайшее время. Не могу я в минусе оставить расклад, ну невозможно так. Я очень хочу, чтобы вы все-таки избавились от вот этих проблем, которые у вас внутри, это внутренние проблемы, от вот этого поиска и ненахождения. Такое ощущение, знаете, что выход у вас перед носом, а вы отвернулись от него. Давайте посмотрим, что же еще. И все-таки победите вы свое прошлое, и все-таки найдете вы ответ. Просто вот тут я хочу сказать, что не в самое ближайшее время, это не в ближайший месяц. В ближайший месяц вы почему-то будете вариться внутри себя, искать, пытаться, но чуть-чуть больше, это 6 недель по этой карте, все-таки найдете выход. И знаете, вот тут эта карта победителя. 6 жезлов – это победитель. И я хочу сказать, вот, и я очень рада, что будете вы работать над собой, не будете вы работать над собой, а победа и достижение именно того, чего вы хотите, неизбежно. И могу сказать, что если еще и включите осознанность, можете полностью избавиться от прошлого, которое вас мучило. И прийти в вашу жизнь войдет равновесие. Равновесие сознания, равновесие всего, что происходит, и баланс. И я могу сказать, что при всем при том, что доминировать в ближайшее время будет вот избавление от всех этих эмоций и чувств, все-таки при вашей помощи вы сможете впустить в свою жизнь гармонию и баланс.